Всем привет! Это проект Кохве профессора. Мы вещаем из кабинета кафедры истории Украины Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, который сейчас эвакуирован в город Старобельск. Я действительно профессор, заведующий этой кафедры. Ну и вот мы решили с моим другом, студентом Олегом Слюсаренко организовать вот такой вот блогерский междусобойчик, поговорить о проблемах истории, которые кажутся мне интересными и актуальными. Поговорить, в общем-то, в такой вот неформальной обстановке, ну и назвали все это действо вот Кохве профессора. Почему такое интересное, странное название? Ну вот, как вы поняли, я, в принципе, всегда готов взаимодействовать с креативными студентами. Они все молодчинки, умнички. Но вот среди всех своих студентов я, конечно же, выделял вот такую интеллектуальную и моральную личностную мощь, как Стасик Сидоренко. Ну, он пацанчик такой, знаете, из села, он вот мопеды, пас баранов, там мотоциклы, девки, самогонка. Ну, такой вот хороший парень, да, постоянно какие-то шабашки, какие-то пьяночки. Ну, я его как-то для себя выделял и всегда говорил, что вот я ему передам свое научное наследие, да. И вот однажды, когда мы были вместе с ним, я в качестве руководителя, он в качестве студента, да, как тут скажешь. В ходе мы были на археологической практике в таком древнем античном городе Ольвия. Мы там копали эту древнегреческую цивилизацию. И вот он, вероятно, ко мне как-то так же проникся, и каждое утро он делал мне на костре вот цей божественный напиток и приносил его со словами «Прохвессор, вот ваше Кохве». Ну и с тех пор вот это вот Кохве Прохвессора, оно стало мемом, да, ну а собственно я взял себе вот это вот Прохвессор. Как сказал, мы будем говорить о интересных, на мой взгляд, и актуальных каких-то вот исторических проблемах. Вот одной из таких нам является, наверное, украинский или вообще трансевразийский бронзовый век. Период, когда, ну, как известно, который начинается где-то приблизительно в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, продолжается до 1-го тысячелетия до нашей эры, вспомнил некоторые обстоятельства. Ну и вот характеризуется тем, что, собственно, оформляется цивилизация как таковая, появляется первые протогосударственные образования, вожди и так далее и тому подобное. На мой взгляд, этот период в украинской историографии, в украинском таком вот общественном пространстве, он незаслуженно забыт. Забыт он потому, что, ну, мы вот такая вот, украинцы считают себя нацией хуторянской, цивилизацией земледельческой, да. На это работает все мемы, вся украинская литература, да, садок вишневый коло хаты Шевченко и так далее. Исходя из этого, действительно, вот хуторянская земледельческая Украина, ей приятнее видеть себя в древности в прообразах так называемой трипольской культуры, которая существовала здесь в эпоху неолита и, как известно, была обнаружена археологом Викентием Квойко в 1893 году в селе Триполия. Ну и цивилизация действительно уникальна, действительно есть чем гордиться. Протогорода с населением 25 тысяч человек, керамика тщательно обработанная. Вот славяне там, знаете, через 2000 лет таких уровней гончарного искусства не достигали. Только греки, может быть, древние достигали. Она орнаментирована, она красивая и так далее. Ну и вот приятно себя видеть прообразом, наследниками той великой цивилизации. Ну а кочевой мир, ну что кочевой мир? Да, какие-то непонятные чуваки из степи слезли с пальмы, сразу залезли на лошадей и пасут себе стада, да, ничего, собственно, не производя и раз в жизни моясь, да, после рождения. Как они вот потом это все терпели друг от друга, трудно сказать, но вот так описывают, по сути, хронисты и восточные, и западные. Да и сами там какие-нибудь монголы, да, вот они никогда не моются, да, и там, боясь вместе с грязью смыть какой-то волшебный слой защиты, который им давал божество Тенгри. Ну, ладно, не будем смеяться, боясь обидеть чьи-то чувства. Это, скажем, восприятие, это не наше восприятие, это такое вот восприятие в средневековых каких-то книгах. Тем не менее, вот хотелось бы сказать, что это, ну, кажущаяся видимость. Вот огромный кочевой мир, который населяли разные этносы,
Прежде всего, вот такой вот тюркский этнос, да, который вот с седой древности, он складывается в единое какое-то этническую общность, при этом оставаясь национально многообразным, да. Вот территория вот этих кочевий, да, она огромна, так называемый Великая степь, которая протянулась от берегов Тихого океана, Южной Сибири, прикитайских границ и аж до гор Карпат, да, вот это вот все пространство, где взаимодействовали те или другие вот народы, начиная с бронзового века, вот повторюсь, с конца 4 и до, ну, конца, может быть, 1 тысячелетия до нашей эры. Их объединяло одно. Да, это вот эта важнейшая технологическая инновация. Они, как известно, научились выплавлять смесь меди и олова, преодолев тем самым проблему недолговечности деланных из металла орудий труда из меди, да, они начали изготовлять бронзу. И вот хотелось бы, мы постараемся с Олегом эту тему в следующих наших выпусках развивать. Это очень интересная тема, вот связанная с внедрением этой технологической инновации. Сейчас скажу, что в основном новый металл использовался не столько даже для орудий труда, которые оставались во многом каменными, а для изготовления оружия. Прежде всего мечей, там, наконечников стрел и так далее. Ну, война, да, становится один из способов существования вот этих кочевых народов. Они соперничают друг с другом прежде всего за какие-нибудь кочевья. Вот кажется, такой огромный мир, да, такое огромное пространство вот этой степной зоны. Тем не менее, для больших стадов, ну, кочевий явно не хватало. Вот они были в дефиците. Тем не менее, несмотря на военизированный характер своей жизни, казалось бы, он ничего не может созидательного произвести, да, из своих внутренностей. Тем не менее, война приводит к объединению, системному объединению вот этих вот разношерстных конгломератов кочевых, да, в единую, более вот консолидирующую систему, которую впоследствии мы назовем государством. Из этого конгломерата племенного выделяются элита, выделяются те, кто отвечают за ведение вот этих вот военных походов. Это вожди, окружающие их воины. Они более почитаются в таких обществах. Они начинают присваивать себе большую часть той же военной или мирной добычи. Да, они становятся действительно богачами и элитой. Плохо это, хорошо, неизвестно, это так вот по такому сценарию. То есть мы видим, что тут вот в степи в период бронзового века, в том числе и на Луганщине, где мы с Олегом сейчас живем, пребываем, вот и тут процессы активного государствообразования, идут процессы активного появления цивилизации. И вот, кроме того, да, много различных технологических новаций, и колесо, вероятно, было вот произведено где-то в середине мира кочевого, где была потребность постоянно куда-то ехать, да, и перевозить какой-то крам, да, или гарем женщин, да, было все-таки патриархальное общество, и женщины должны ехать на какой-то телеге более или менее с комфортом, а не отбивать себе попы на лошадях, да. Собственно, чтобы не отбивать попы на лошадях, были придуманы, наверное, и седла, были придуманы уздечки, чтобы лошадями всеми, ну, как-то руководить, и так далее, и тому подобное. И кроме того, вот важно это отметить, и это вот прослеживается в истории Луганщины. Вот степь становится, она как море. Она становится важной инфраструктурной системой. Кочевники в этом море, они как корабли, они соединяют разные цивилизационные анклавы. Сначала такую роль еще в эпоху неолита исполняли реки, и мы, может быть, в одном из выпусков поговорим о инфраструктуре взаимодействия цивилизаций, которая происходила в нашем краю. Но потом такое взаимодействие стали, ну вот, осуществлять вот эти степные бродяги, тюрки-кочевники, и они, благодаря им, и, наверное, и происходит становление системного цивилизационного диалога между ближневосточными культурами, земледельческими, кавказскими, между, может быть, даже нильской, египетской цивилизацией, ну и какими-то европейскими анклавами. Да, все это вот благодаря кочевникам. Вот этот мир, на наш взгляд, вот незаслуженно забыт, что особенно больно в нашей Луганщине. Вот наша Луганщина, ну, традиционно
это так вот сложилось, что большинство тем как-то вот в предыдущие годы не развивались, никому не были интересны. Вот в том числе, несмотря на огромное множество разных вот археологических находок, вот эта история никого здесь не интересовала. Ну, тем не менее, вот мы видим на Луганщине, и мы будем об этом говорить также, следы внедрения многих технологических цивилизационных новаций в этот период, и плавки металла, и развитие каменорезного искусства, и чего только не было тут. Ну вот среди вот первых, вот те дороги, по которым мы ездим сейчас по Донецкой и Луганской области, знаете, с чего они появились фактически? Они еще сложились во времена Бронзового века, вот современная дорожная инфраструктура этого края. Это были сакмы, так называемые, вытоптанные конями, ну, дорожки, да, которые вели к тем или иным объектам. И вот большинство сакм, потом на них в какой-то момент положили асфальт, и они стали современными дорогами, если хотите. Даже это круто, это надо вот, чтобы это понять, вот эту вот особенность, нужно ее тоже пережить как-то умственно. Ну, мне нравится Бронзовый век, мне нравится его образ, о котором я тоже поговорю в этом проекте. Я могу тут о чем угодно говорить, студентам это нравится, заходит вроде. Там о Конане Варваре, да, кемерийцы, и так далее и тому подобное. Будучи в Старобельске, вот в связи с темой Бронзового века и вообще вот взаимодействие кочевых и земледельческих народов, да, на Луганщине, ну вот нельзя не упомянуть реку Айдар, которая тут вот буквально протекает в 100 метрах. Такая неброская степная красота этой реки, вот она всегда привлекала меня, всегда она нравилась мне. Вот, по-моему, эта река отображает вот этот процесс, исторический процесс еще с каменного века. Само название, ну, считается такая вот вульгарная версия, что якобы российская императрица Екатерина II тут гуляла, ездила по каким-то делам, да, и ей подарили такую рыбину с этой реки, она как будто этой рыбины никогда нигде не видела, и там ей там не дарили рыбы вообще нигде, да, она, ох, боже мой, ай да дар, воскликнула Екатерина Великая. Ну вот такая история, да, так появилась речка Айдар, ее название. Ну вот, насколько мне известно, история эта вот не выдерживает сегодня критики, хотя и очень распространена. Вот. Более такие, ну, какие-то системные, комплексные исследования указывают на то, что название Айдар происходит от тюркских слов. Да? Вот такую идею, в частности, отстаивал наш вот известный востоковед, царствие ему небесное, Виктор Георгиевич Крюков, тоже вот звезда истфака вот на многих этапах его становления. И вот он считал, что слово это тюркского происхождения. Я встречал два трактования, исходя из этого, что Айдар, ну вот так назывался вот этот казацкий чуб, оселедец, да, вот эта идея, может быть, украшения воина вот таким вот образом, как у запорожских казаков, она бытовала в тюркском мире еще ранее, вот как известно и само слово казак тюркского происхождения. Вторая версия происхождения названия, я слышал такое, в общем-то, насколько мне известно, да, это название Айдар соединяет исторически с названием Сырдарья, Амурдарья, вот это Айдар, да, вот как корень слова, обозначающий воду, да, ну, собственно, лунная вода, вот где-то я слышал такую трактовку названия Айдар в переводе с тюркских каких-то источников. Усім привіт! Я колишній студент Олександра Вікторовича. Що я можу сказати про цю людину? Це саме той викладач, до якого ти на пари не йдеш, а біжиш. Тому що ти знаєш, що ти отримаєш не лише корисну інформацію, і не просто будеш сидіти, писати те, що тобі говорять, а ти ще отримаєш дуже цікаву інформацію. І в такому форматі, в якому не викладає жоден викладач. Це завжди дуже цікаво. Ти слухаєш і розумієш, про що він говорить. І в незвичайному форматі. Це саме та людина, про котру говорять. Людина з великої літери. Тому що саме Олександр Вікторович, можна так сказати, підняв інститут історії.
археологічні практики в древньогреческий поліс Ольвія. Я також туди їздив. І це наскільки цікаво, наскільки все різноманітне. І посиденьки біля вогнища, і різні екскурсії, і цікаві ігри навіть. Всім вільного неба і слава Україні! Baby,